Да-да-да-дам, народ. Сегодня играем Osiris New Dawn. Игра находится еще в раннем доступе. Игра вовсе не новая. Выберем играть за инженера, мужчину. Здесь, в принципе, по цветам все оставим. Какое-то случайное, более или менее крупное телосложение. Очки статусов раскидаем для начала поровну. И добавим на здоровье. Да пусть на здоровье будет. Так, что касается навыков других, у нас есть боевые, инженерные и наука. Прокачаем. Боевые выберем ущербы. И выберем что-нибудь в науке. Повысить какое-то плодоовощное. Имя у нас Игровики. И погнали смотреть, что же нам тут приготовили разработчики. Я думаю, фильмешник этот мы пропустим. И сразу в бой. Osiris New Dawn. Выживалка космическая. Не такая уж и новая, но все ж таки что-то в ней я увидел, что-то интересное в ней все-таки есть. Нам нужно с ходу игры, мы оказываемся в горящей капсуле, и у нас утечка кислорода, соответственно, нам нужно починить для начала скафандр. Скафандр есть, и теперь немножечко полечиться. Готово. Далее мы видим перед собой дверь. И чтобы ее выломать, нам нужен нож. Опа, и тут же нас встречает какая-то мразь. По-другому не скажешь, что это за планета, населенная вот такими вот тварями. Адамс убегает, боится. Куда? Куда собрался? Готов. Можем осмотреть. И взять с него какие-то ресурсы. Чужеродная ткань. Теперь нам предлагает включить вот такой режим. У нас есть на чем летать. И с чего начнем, это будем пылесосить все вокруг в поисках ресурсов. Они нам обязательно понадобятся. Так, что-то нас обожгло, походу, огонь. Огнетушитель я пока не вижу. Все, что у нас есть, находится вот здесь. Здесь то, что можно крафтить, то, что можно строить. Так, и еще сразу очки у нас есть. Куда добавить? Добавим в силу и в скорость. Развиваем нашего персонажа прям сначала. Задача собрать 17 металлов, что мы и делаем. Из космического мусора. Собираем металлы. Ну и в принципе, я думаю, нужно все вокруг пройти, посмотреть, понаходить. Будем знакомиться с планетой. Вот какие-то рядом находятся деревья. До них мы тоже, я уверен, доберемся рано или поздно. Панель. Разбираем эту капсулу на составляющие. Так, откуда-то взошло солнышко. Хорошо, что здесь есть солнышко. Какая-то емкость, стеклянный контейнер с водой. Однозначно он нам пригодится. Азалия. Собрали с нее ветви. Тоже для чего-нибудь нужны будут. А вот и дерево. Оп, упал фруктик. Red Fern. Ягода. Скорее всего, это еда. А может нет. О, еще один. Все собираем, все нам нужно.
и железо. Железа вокруг немало раскидано. Это уже хорошо. Впереди вон видна лента. У нас, не пойму почему, моргает восклицательный знак в левом верхнем углу. Аптечка. И еще аптечка. Какие-то еще ресы. Ну, разбираться мы с ними будем по ходу прохождения. Какой за что отвечает. А на данном этапе у нас основная задача выжить и собрать железо. Металлолом. Неприкосновенный запас. Это, скорее всего, еда. На чем они держатся, вот эти вот камни, непонятно. Оп. Все до кусочка собрать надо, я думаю, нам пригодится металл. Для каких-нибудь построек. Оп. Что еще рядом вокруг? Мы собрали, выполнили эту миссию. Смотрим, какая у нас следующая. Где-то здесь есть раздел миссии, образец жизни растений, камень, построить лом-хату. О, вот этим мы, наверное, и займемся. Постройкой лом-хаты. Аталон. И нам мы видим, что нужна какая-то патч-лента. Она делается из ткани и плода фери-фери. Идем на поиски. Это что? Это азалия. С нее нам выпадают ветви. А вот это? А вот здесь инопланетное волокно. И наверняка из именно этого ресурса мы сможем делать ткань. Все ценное, все нужное. Все мы собираем с собой. Все нам это пригодится, чтобы выжить на планете. Так, по ткани у нас в принципе все есть. Можем легко делать. И второй необходимый компонент для Take Fifth Patch — это плод какого-то растения. Фери-фери. Но это не вот это красное, это такое же, похожее, только цветом другое. Так, туда, конечно, экстремально спускаться будет. А вот здесь вот. Пойдем за плодами. Ну и попутно разведываем по планете. Что да как. Вон тварь пострашнее, я смотрю, надвигается. Все эти ресурсы можно собрать. Это останки вот этих существ, которые здесь обитают. И мы хотели плод. Да не один. Побольше плодов. Походу он меня учуял. И нам, наверное, предстоит битва с ним. Битва. Не, пошел мимо. Пусть идет. Проваливай. Кш. Кш. О. Получи. Ну, это такой матерый. Тут те маленькие были, а этот прям здоровый и жуткий. Я надеюсь, с него какие-нибудь ценные ресы будут выпадать. Погорится. Есть. Ух. Так, ресы, да, мы какие-то собираем. Крабовое мясо. Я надеюсь, оно в пищу нам пригодно будет.
Крабовое мясо. Сейчас как раз таки и посмотрим. И чтобы не забыть, нам нужны вот эти были плоды. Где-то же здесь валялись. Это какая-то колючая штука. Кактуит. О, вот он. Вижу наверняка. И еще я заметил, что ресурс нашего ножа, он сокращается. То есть нож имеет свойство ломаться. Изначально, наверное, тупится, потом все-таки ломается. Где плоды? Нам парочки будет маловато. Лучше собрать все сразу. И еще вот я не помню, откуда мы пришли. Нам бы надо, наверное, вернуться туда же. Или же не обязательно. Какие-то ветви. Зачем-то это все нам будет нужно. А вот зачем? Мы посмотрим дальше. Так, ну, насколько я помню, спустились мы где-то вот здесь. И наверху должно быть, в принципе, можно обойти вокруг. Где-то здесь находится наша изначальная точка. Назовем ее базой. Кстати, можно посмотреть карту. Вот так это все выглядит. А база где-то наверху. Вот эти нависшие. Вот здесь. Надеюсь. Очень надеюсь. И мы, в принципе, будем готовы к постройке. Ага. Вот кусок этот. Все-таки где-то она наверху. Но это неплохо, что высадились мы. Точки чуть повыше, но как теперь туда добираться? Это вопрос. Вот, может быть, как-то так стартанем. В принципе, ориентиром может служить нависшие блоки. Но это пока, потому что непонятно, куда мы ушли, где мы вернемся. Я думаю, что смысл далеко отсюда нам нет строить какие-то вещи. И здесь же мы давайте возьмем и сделаем нашу первую построечку. И это будет, как от нас того требует. Изолент. Нужна вот такая вот штука. Причем их, по-моему, 2 или 3 даже нужно. Так, в принципе, готово. Мы готовы что-нибудь построить. Структуры. Оп. Да, вот как-то так это все будет выглядеть. Где вход? Ну, вот так ее, наверное, и поставим. Та-дамс, та-да-да-дамс. Поздравляю. У нас есть какое-то ветхое жилье. Найти камни. Шард. Лезвие. Построить верстак. Где верстак? Кто видел верстак? У нас чего-то еще со здоровьем. Нам нужно бы незамедлительно подлечиться. Мы можем создать вот эту исцеляющую повязку из ткани и плодов вот этого красного дерева. Обязательно следим за всеми показателями. Все системы жизнеобеспечения должны работать исправно. Лечим своего игровика, своего перца. И видим, что проблема еще по еде. Нам нужно вот это съестное. Смотрим, минус 10 здоровья, но в принципе съестное. Ага, добавляет шкалу еды. И также нам нужно добавить шкалу воды. Тогда персонаж себя будет чувствовать неплохо и будет, соответственно, быстро передвигаться и быстро что-то делать. Так, что я хотел сделать? Я хотел еще сделать повязку. Не нравится мне, когда светится красным столбик здоровья. Мы сможем похилиться. Благо, деревья с красными фруктами у нас здесь находятся неподалеку.
Именно из них получается вот эта лечебная какая-то штукенция. Памс. И с тебя мы тоже чутка возьмем, чтобы было. И эти такие вещи, как похилиться, попить, поесть в выживалках, очень важную роль всегда играют. Поэтому лишним уж точно не будет. Сейчас мы сразу сделаем этих аптечек небольших, сколько получится. И будем поддерживать свое здоровье на должном уровне. Вот. Лечимся. И по еде у нас все равно что-то непонятное. Что можно съесть? Это можно съесть, только добавляет он. А вот еще что-то. 20 минус 10 здоровья. Так, по еде все отлично. По здоровью тоже. И у нас начинается какая-то буря. Температура низкая. И, наверное, придется нам перейти в укрытие. Наше тут собранное, импровизированное. Посмотрим как раз за это время, что здесь еще мы можем такого придумать. Крабхаты. А вот эти домики, как я понял, строятся из частей существ, которые обитают на этой планете. Так, и очки опыта не забываем добавить. И нам нужно было построить что-то типа верстака. Вот рабочая скамейка, это, наверное, именно то, что нужно. Так, а для этого нам нужно волокно. Где найти бы волокно? Оп, это ты волокно? Нет, привет ты. Волокно — это другие кустики. Ищем. Это было что? А вот это точно волокно. Ага, только этого, наверное, нам маловато. Как-никак. Что это было? Это что такое было? Что-то приземлилось? И дым пошел. Ни хрена себе, да, это метеорит. Уран. Вот уж находка, так находка. Неожиданно. Так, но уран нам не нужен. Нам нужно волокно где-то раздобыть. Там какие-то листочки виднеются. Погнали, посмотрим. Так, и еще, когда долго на шифте мы бежим, он устает, получается. Здесь еще какая-то часть найдена. Металлолома много не бывает. Это очень даже здорово. Останки. Все собираем, все нужное, все пригодится. Так, это у нас волокно. Отлично. Скелеподы. Панцири скелеподов. Это какое-то интересное дерево. Что оно дает? Кара. Для чего-то, видимо, тоже нужна. И пройтись, посмотреть, что у нас находится здесь. Здесь есть ящики. Вот в ящиках, мне кажется, что-то должно по-любому быть интересно. Да, забираем все. И здесь какие-то микросхемы, все это ж нам, наверное, понадобится когда-то. Забираем. Разбираться будем по ходу игры. Так. И что, мы застряли в текстурах? Только не это. Нет. Чуть было. Чуть было не застряли. Каких-то ресов туча. Пока еще непонятно, что за что здесь отвечает. Но собираем все.
И погнали делать вот этот верстак. С ним уже будет веселее, я так понимаю. Ориентир вот на эту высокую скалу, хотя их здесь уйма. Где поставим верстачок? Предлагаю строиться вокруг вот этого валуна. Так. Изолента. Везде нужна изолента, без нее никак. Волокна мы собрали, теперь можем сделать из нее ткань. А потом уже впоследствии из тканей сделать изоленту. Только нам... опять же эти плоды, а? Но тут они не так уж и далеко. Это вот не того дерева плоды, а, наверное, вот этого. И здесь еще и металлолом овалом. Но вот эти кактусы, я уверен, опасные. Они выглядят колючими. Собираем и металл. Все нужно, все пригодится. Не знаю насчет ветви, но, наверное, тоже пригодятся в свое время. И вот этих плодов 8, как можно больше. Я думаю, надо как-то так действовать. Что тут получилось? Накидала она? Накидала. Вон еще... там-то мы были. А потом, если что, проследуем вон туда. Нужно, в принципе, все исследовать, находить какие-то новые предметы. Ух ты! Та-та-та-та-та-та! Стоять, стоять! Вот это я понимаю. Вот там еще какой-то газ клубится из земли. Металлолом. Поначалу, я думаю, очень нужная вещь. Так, как распределяется у нас здесь в рюкзаке? Не так уж и много ячеек. У нас, в принципе-то, место ограничено. И какие-то нам сразу еще и навыки добавляют. Кстати, обозначилась на компасе, вот написано хижина. Теперь мы точно мимо не проскочим. По приборам все отлично. Вода, еда в норме. Вот это красненькое дерево. Местность прямо-таки неровная. Может, и зря мы здесь начали строиться, но как бы это в принципе-то только знакомство с игрой. Поэтому сложно наперед предположить, где правильнее, где неправильнее. И я так понимаю, там у нас остановилось все на изоленте, и мы можем сделать верстак. Отлично. Где-нибудь вот здесь его и воткнем. Опаньки. Да. Хорошо. Верстачок. Постройка. Вторая наша постройка, между прочим. И найти камни, шарт лезвия, ремесленный долобие и ремонтная бочка. По миссиям очень даже интересно. Так. Что здесь? Вот она, это долобие. Нам, получается, нужна кожа животного. Да? Да, одна. И для трубу мы, в принципе, можем сделать.
Почему-то мы кожи ни одной, что ли, нигде. Никак. Вот это не она? Нет, это панцирь какого-то краба. Ищем, с кого эту кожу снять. Их нужно как минимум 2. Боже, очень интересно. Куда пойти? Куда пойти? Давайте определимся. Север. Север у нас там. Соответственно, стороны. Но тут после переводчика Unity, конечно, компас он тоже перевел. И непонятно, как он это сделал. Тогда будем ориентироваться по входу. Куда смотрит вход, туда и пойдем. О, кстати. Оп. Вот это вот, блин, выпрыгнула. Так выпрыгнула. F. Осматриваем. Мясо. Мясо. А как кожу? Камушки. Там тоже что-то они куда-то пригодятся, будут нужны. Наверное. Рок. Называется. Все хозяйство. Так, а вот в этом есть что-нибудь у нас интересное или нет? Мы перегружены. Нам нужно сбросить лишний вес. Чтобы сбросить лишний вес. А что там еще можно? Какие-то, может, можно построить еще вещи? Да, вот эти камни, допустим, тратить. Куда-то ж надо тратить их. Я так думаю. Пашинкрок. А вот что-то из камня делается. Ага. Делаем каменное лезвие. И к нам кто-то вон подбирается, я вижу. Ты чё? А? Ты не туда забрел. Это я тебе точно говорю. Будем расправляться с тобой. Дай кожи. Только ткань. Еще один. Да сколько ж вас тут есть, а? Ну-ка сюда. Откуда вы беретесь? Опять ткань. Чужеродная причем. Не дали мне что-то, сбили с мысли. Я что-то хотел сделать. О, каменная стена. Не-не-не, вот на верстаке на этом. Что-то я хотел сделать. Металлическая. Металлическая. Здесь кожа. По-любому нужна кожа. Ну, как бы нож нам тоже нужен будет. Потому что сейчас вот этот нож у нас отчалит. Забираем пока. А он не забирается, да? Да-да-да-да. Что ж придумывать? Ага, каменное лезвие мы не доделали. А потом вот так. И вот такой у нас будет ножичек. Тадамс. Ну-ка смотрим. А вот этот уже, ага. Уже на своем месте. И где-то нужно разжиться кожей. Между прочим. Здесь что еще? Кожи точно нет. Какая-то лопатка даже есть. Для ящика не хватает одной изоленты. Может мы ящик скрафтим, чтобы скинуть туда все, что нам сейчас мешает и не нужно. Или же какое-нибудь сооружение, укрытие. Что-нибудь такое. Вот каменная стена можно. А вот здесь палочки, это угол. И 2 опять этих изолент. Нам нужны плоды ферри. Так, а куда бы тогда скинуть это все? Я надеюсь, здесь оно, если мы просто выкинем, не пропадет. Допустим, Рокс.
Ага. Уронить. Так, кусочек вроде как остался лежать. Ну окей. И движем за плодами. Все, что можно, обобрали. Дай нам фруктик. Да не один. Их нам много надо. И мы еще и голодаем. И температура низкая. И голодаем. Сейчас совсем нужно с этим каким-то образом разбираться. Ну, по голоду. Что по голоду? По голоду у нас там паёк вроде как был. Это мы сейчас легко осилим. Вода еще есть. И паёк, по-моему, и воду добавляет. Сейчас и посмотрим. Вот он. Съесть. Ага, немножечко воды не помешает. Что еще у нас не так? Что вот это такое? Топливная ячейка. Чего ж тут только нету, а? Между прочим, Рокс наши на месте. И мы что-то хотели строить. Вот эту штуку, для нее кожа нужна. И для этого тоже кожа. А где ее взять? Сундук изолента. Вот что мы хотели. Вот, блин, сложновато все это в голове, конечно, держать. Ну, как в любой выживалке. Ничего, разберемся, потом на автомате это все будем делать. Я хотел сундук. Чтобы все с собой не таскать. Так, куда он у нас смотрит? Табло вроде как. Вот здесь. Ну и плюхнем его вот сюда. Сборочка. Отлично. И в него уже покидаем все, что нам тут мешает. Вот уран точно он в ближайшее время не понадобится. Вот эта батарейка. Ардуинка, между прочим, но почему-то поломанная. Воду оставим. Камни. Вот это что? Разбитый экран компьютера. Тоже не знаю пока для чего. Аптечку побережем. Палки какие-то, бачок. Стекло. Здесь мало-помалу нужно упорядочить. Я так думаю. Стакается, интересно, вода. Хотя канистры разные, вряд ли она стакается. Но в любом случае она у нас есть, и это уже хорошо. Так, в принципе, остальное нам не в тягость. Вот единственное, вот эту бы, конечно, выкинуть. Точно не скоро она нам пригодится. И нам нужно где-то найти кожу. Оп, попробуем с этим ножичком погулять. Здесь какой-то спутник. Что с ним сделать можно? Интересно, разобрать, получится его или нет. Так. Да, он разбирается. Это неплохо. Очень даже.
Только что-то так долго. И что? Все? Или что? А, вот эта часть разбирается. Ну, давай. Охота инопланетянин. У нас миссии есть. Долобие. И надо охота на инопланетян. Плюс ремонтную бочку. Еще что-то надо сделать с этим. И более всего нам нужна кожа этих существ, чтобы сделать это долобие. Поназываю, да. Ну, перевод здесь, игра не оптимизирована, она находится в раннем доступе. Перевод я использовал автопереводчик Автотранслейт для игры Unity. Поэтому тут как-то так пока. Можно играть на английском, я, наверное, так и поступлю. А вон и существо, кстати, вот они нам нужны. Их нужно убивать, и кожа будет у них там где-то. Мне это видится так. Что она хочет? Мы голодаем. Почему мы голодаем? И низкая температура. О, прямо к домику пришла. Да ты ж даешь, а? Держи. Держи. Я надеюсь, это кожа. Да. Наверное. Чужой скрыть. Это кожа, походу. Это то, что нам прям таки нужно. Значит, мы приступаем к крафту. Вот здесь. Ага. Одна кожа, а на ремне нам и требуется как раз таки одна. И мы теперь можем... Ага. Металла теперь не хватает. Металл мы в ящик случайно не скинули. Металл. Нет, металла в ящике нет. И у нас его нет. И погнали. А подожди. Как нет? А вот это. Берем металл. И у нас получается сделать вот такой вот инструментец. Движемся дальше. Ищем себе приключений. Чпеньк. А, и его надо вот так вот, наверное, забрать. Это долобье, это лезвие, этот ножик. У нас будем его до последнего, пока не используем полностью. Так, и плюс голод. Чем-то нужно утолить голод. Вода у нас почти... Вот еще кто-то к нам пришел в гости. Опасный. Вот он. Я думаю, подрубим фонарик. На фонарике он какой-то активный стал. И еще кожу выбиваем с него. Отлично. Сразу же это перерабатываем все. А, только одна. А нам нужно две. Что с едой? Что с едой? Что у нас здесь на этой планете интересно съедобно? Вот это можно есть, но у него минус 10 к здоровью. Но зато 20 это то самое мясо. Чужеродная ткань. Ну а что, придется. Не голодать же. Слишком, конечно, она много отбирает здоровья, но это дело поправимое. Так, как-то так, и я думаю, можно сделать первое сохранение здесь. Кое-что, да, у нас сделано. Теперь миссия по поводу бочки. Давайте посмотрим, что от нас хотят по этой миссии. Верстаком, удобным патч-лентой отремонтировать любые сломанные бочки, которые я нахожу. Ух ты! Вот это просвистело, пролетело. Да, как-то так это теперь ночью выглядит. Здесь речь у нас про сломанные
Они у нас находятся вот здесь. Эти можно состакать. Это все нужный аккумулятор точно туда же. Краб. А вот это как раз таки шкура. Ага. И что мы собирались сделать? На верстаке. Что тут есть интересного? Топор. Эта штука у нас уже есть. На эту мало у нас кожи. Бочонок. Что-то там речь про бочонок шла. А вот к этому ножу нам нужно что-то приделать. И получится вот такой. Это уже повеселее, наверное, нам будет выживать все-таки. В принципе, вот сломанный, один сломанный, лента. А, так мы его и можем сделать. Для чего он только нужен? Бочонок. Ну ладно. Допустим, пригодится. Постройте печь. Очень интересно. Что за печь? Печь. Чего-то не хватает. Две трубы. Это не будет нам составлять никакого труда. Где-то здесь оно делалось. 2 штучки нам надо. С печкой заживем повеселей. Наверное. Но это не точно. Так, что мы забрали? А, они тоже, получается, не стакаются. Да, похоже, что так. 2 трубы, это отдельно 2 трубы. И никак иначе. И ставим печку. Печь. Ну, наверное, как-то так. Куда тут что загружать нужно будет? Нет. Да. Еще одна построечка нарисовалась у нас. Что по миссиям? По миссиям, по-моему, у нас вообще нет ни одной миссии. Миссия теперь у нас выживать. Теплое место, да блин. Ну понятно. Ну что, вот так вот и пережидать в этом теплом месте всю эту бурю. Что в это время... Так, нам можно посмотреть, что вообще здесь к чему. Вот эти вот баллоны я таскаю непонятно зачем и почему. Это мы не можем построить. Мы можем каменную стену, какой-то рок-столб. Дерево. Я где-то складывал дерево. Можно заборчик поставить. А ну попробуем. Где-то же здесь вроде было дерево, а? Кто видел дерево? Да. А если ставить заборчик, то... Как мы это... Себя как-то надо ограждать, походу, да? Где мы ограничимся. Где-то вот здесь. Я думаю, заборчик нужен, чтобы вот эти твари сюда не заходили. И опять нам плодов этих не хватает. Куда они деваются постоянно, а? Что мы из них делаем? Пери-фери. Так, это точно красные. Ну, там было дерево с этими плодами. Ну, нож, я уже сказал, нож мы этот донасилуем. Я не знаю, его там, по-моему, потом придется просто поменять. А этот выкинуть. Причем... Так, это волокно. Это нужная вещь. Ножом сбиваются фруктики. А вот этим
А вот этим сбивается кора, это дерево. То есть, что здесь? Здесь разными видами колюще-режущего добываются разные ресурсы, получается. Ножик. Это плоды. А вот каменная мачете это кора. Не знаю, куда нам нужна кора, еще пока не видел. Итогошеньки. Идем в хижину. В принципе, этого мы нарубили. Попутно не пропускаем еще ресы. Все это нам пригодится рано или поздно. И опять не помню, что хотел построить-то. Что-то хотел построить. Или не здесь, или здесь. Точно, нам нужна была изолента. Для этого ходили за фруктами. И построить я хотел какой-то вот такой вот заборчик. Типа нефиг тут лазить. Здесь частная территория. Да. Ну, есть такое дело. Что, еще один? Давайте попробуем. Не хватает. На него много изоленты уходит. Может быть, и не стоит это сейчас делать. Заборы эти. Кто как думает? А может и стоит. Чпак. Ну как-то так. У нас становится все уютней. С температурой только. Почему-то тут холодно постоянно. И мы мерзнем. И темно. Нам бы еще бы одну вылазку замутить. Сюда что-то лишнее, по-моему, нужно перекинуть. Плоды пригодятся. Нам еще нужна кожа. Нужно этих тварей, короче, идти, находить, убивать, брать с них кожу. И еще мы построили печку. Печка. Использовать печку. Топливо пустое. В качестве топлива что будем использовать? А если вот так? Топливо. Еще хочет. Что тут пойдет в качестве топлива? Может быть, ветки как раз вот этим? На чем он вообще работает? А ну, держи. Не очень много. Они дают. Что вообще дают много? Хотя, если так-то в сумме, то и нормально. Так, теперь мы можем приготовить мясо пришельцев из вот этой штуки, да? Чужеродная ткань. Ага, вот они, видно, отбавляются. И вот здесь появляются. Значит, теперь, когда мы едим это мясо, у нас не отбираются жизни. Поесть. Добавляется хотя бы. Да, столбик вон видим добавляется еды. И мы теперь, в принципе, знаем, чего похавать. Так, остается открытым вопрос, где здесь брать воду. Пока она у нас вот здесь есть в канистрах, но я думаю, это ненадолго. И что еще? Здесь есть какие-то обновления. Стеклянный контейнер, но он пока нам нужен стеклянный.
Контейнер. Это у нас... Нет у нас пока ресурсов для этого. Так, температура. А где он тварей показывал? Ага, вот она. Ты смотри какой. Это какой-то О, ребята, это другие какие-то. А как с вами справляться? Нужен ножичек. О, дрянь побольше пришла. Ты смотри. Почему? А если вот этим вас наказывать? О, этот с первого раза. Готов. Где еще тварь? Слушайте, но они столько у меня отнимут жизни. Хорош. Что это за фигня? Чужеродные виды. Так, так, мы добываем ткань. Один только дают. Ага. Получили. Фу. Как там пейзажи такие вообще. Вот еще один. Лишь бы он меня не упаковал. А где домик-то? Попробуем немножко подлечиться. А есть у нас чем? Где-то ж была медкит. А вот эту красных нет. Так. В ящике. В ящике стопудово был медкит. Лечиться. Так. И идишь ты уже отсюда, а? Это номер. Гаденыш. Что с него вылетело что-нибудь? Чужеродная ткань. Еще что? Вот кожа. Так, у нас кожа собирается мачеткой. И она нам нужна. Бля, а с них тут немало выпадает. Давай, 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 давай. Только я как-то не пойму. Что-то мы лупим. Так, этим не то. Нам нужно... Ну, чего-то надобывали. Еще и дождь пошел. Скверная какая погодка. Между прочим, нам нужно бы собрать вот с этого дерева красных плодов. Иначе хилиться потом нечем будет. Вон они падают, мы видим. И, по-моему, вот игра, да, игра раннего доступа, и у нас начинает что-то жутко тормозить. Наверное, мы сейчас здесь сохранимся и не обойдется все-таки без перезагрузочки. Где дом? Я надеюсь, эти все останутся. Их дособирать. Это не дом. Не понял, все ж рядом было у нас тут. Да, так и есть. Эп. И... загружаемся. Это проблема игр раннего доступа. Приходится перегружаться. Что-то в какой-то момент падает FPS, и независимо от того, что понижаешь настройки графики, что-то она как-то не вывозит это все дело. Так, ну меж тем.
Меж тем мы... Все у нас теперь нормально здесь же. Ничего не хромает. И для вводной части, я думаю, этого будет достаточно. Поэтому та-да-да-дам. Увидимся в следующей серии.